Джеффа Джефф Безос появился на свет в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико в 1964 году в семье совсем молодой 17-летней Жаклин Гис и циркача Теда Йоргенсена, который вскоре покинул семью. Вскоре в жизни Джеффа появился Мигель, или как его еще называли, Майк Безос, ставший для мальчика настоящим отцом. Когда Джеффу было 4 года, Майк официально усыновил его, дав свою фамилию. Именно он стал тем, кто поощрял увлечение юного Безоса техникой и позволил ему проводить время в гараже с созданием различных устройств. Джефф обожал разбирать старые будильники, экспериментировать с электрическими приборами и играть в инженерные игры. После переезда семьи сначала в Хьюстон, а затем в Майами, этот интерес лишь крепчал, особенно когда он записался в школу Монтессори и начал проводить лето на ранчо деда. Там, в окружении природы, развивалась его самостоятельность и смекалка. Именно такой, вечно искать ответы на вопросы, он и отправился по жизненному пути, где пристрастие к технологиям только усилилось. И если детские годы заложили фундамент его любопытства, то встреча с компьютерами в средней школе привела его к первым осмысленным шагам в IT-мире. В юные годы Джеффа Безоса технологии были для него не просто интересом, а настоящим увлечением. Работая в Макдональдс, он уже искал возможность применять знания на практике. Вместе с подругой организовал летний образовательный лагерь, демонстрируя ранний предпринимательский дух и способность вдохновлять других. Став студентом Принстонского университета, Джефф углубился в специализацию по электротехнике и компьютерным наукам, получив образование с отличием в 1986 году. Эти годы дали ему фундаментальные знания, которые впоследствии стали основой для рабочих успехов. Интернет в то время лишь начинал свое появление, и Безос, конечно же, не мог предположить, как сильно он изменит мир. Тем не менее, образование в Принстоне научило его видеть потенциал новых технологий. После университета Джефф окунулся в мир Уолл-стрит, работая в таких компаниях, как Fittel, Bankers Trust и D.E. Shaw. Здесь его страсть к технологиям и бизнесу нашла идеальное воплощение. В 1990 году, в возрасте всего 26 лет, он стал самым молодым вице-президентом в D.E. Shaw, что стало началом новой главы его жизни. Именно там он встретил свою будущую жену Маккензи Таттл. Тот период не только обогатил его профессиональным опытом, но и расширил кругозор. Впереди его ожидали вызовы, которые изменят не только его жизнь, но и миллионы жизней по всему миру. Путь Джеффа Безоса в мир финансов начался не сразу с Уолл-стрит, а с компанией Fittel, занимающейся сетями для международной торговли. Это был 1986 год, сразу после окончания Принстона. Затем он продолжил свою карьеру в Bankers Trust, где проработал около 2 лет, и лишь потом оказался в инвестиционной компании D.E. Shaw. Карьера развивалась стремительно, и в 1990 году, в возрасте 36 лет, он стал самым молодым вице-президентом, доказав свою способность мыслить стратегически. Именно в D.E. Shaw в начале 90-х Безос заметил стремительный рост интереса к интернету, и зародилась его идея интернет-коммерции. В 1994 году, занимая высокую позицию в компании, он принял смелое решение – покинуть стабильное рабочее место и сосредоточиться на создании собственного проекта. До этого момента он уже пытался запустить стартап по рассылке новостей по факсу, но несмотря на поддержку от Мэрил Линч, проект провалился. Этот опыт только закалил его, показав, что неудачи – это не конец, а возможность учиться. Безос выбрал книги как первый продукт для своего интернет-магазина. Его взгляд на интернет как на платформу для бизнеса оказался необычайно перспективным. Он разработал бизнес-план и начал работу в гараже своего дома в Сиэтле, куда переехал вместе с женой. Вдохновленный и целеустремленный, он начал свое великое дело, которое вскоре получит название Amazon и станет крупнейшей компанией в мире. Каждый этот шаг был тщательно рассчитан, и именно такой подход в будущем стал ключом к огромному успеху. Но путь к успеху был полон вызовов и неожиданностей, и следующая его идея подтолкнула его к следующему большому шагу. Мир интернета в начале 90-х годов развивался стремительными темпами. 2300% ежегодного роста говорили сами за себя. В своей высокой должности в компании D.E. Shaw Джефф Безос увидел в этом шанс, который невозможно было упустить. И именно тогда зародилась его идея создать интернет-магазин, трансформировав саму модель торговли. Перспектива работы с книжными изданиями была не только заманчивой, но и практичной. Книги просты в доставке и предлагаются в огромном ассортименте. В 1994 году, 5 июля, новоиспеченный предприниматель зарегистрировал компанию Кадабра. Однако вскоре пришлось переименовать ее в более звучное и запоминающееся название. Amazon – явная отсылка к величественной реке Амазонка, что символизировало безграничные возможности его проекта. Совсем
скоро, в ноябре, был зарегистрирован адрес сайта amazon.com, который вскоре откроется для всего мира. Переехав с поддержавшей его женой Маккензи Таттл в Сиэтл, Джефф начал свою эру в мире электронной коммерции. Из гаража его дома, который стал первым офисом компании, началась работа над запуском сайта, который случился 16 июля 1995 года. Первые продажи книг через интернет ознаменовали рождение интернет-магазина, который преобразит мировой рынок электронной коммерции. Поддерживаемый свежими идеями и добиваясь успеха вопреки скептикам, Джефф Безос не только показал, как преобразовать мечту в реальность, но и сформировал основу для дальнейших стратегий роста, которые вскоре превратят Amazon в лидера индустрии. И важно помнить, что настоящие испытания, стоявшие перед ним, только начинали проявляться в следующих главах его захватывающего пути. Джефф Безос покинул высокооплачиваемую должность в хедж-фонде D.E. Shaw, чтобы изменить мир розничной торговли. 5 июля 1994 года стало началом новой главы его жизни – регистрации компании, изначально названной Кадабра. Однако вскоре стало очевидно, что название плохо воспринимается из-за созвучия с кадавр, поэтому оно было заменено на гордое и многозначительное Amazon в честь величественной реки, символизирующей рост и масштабы. Переезд в Сиэтл с женой Маккензи стал значимой частью этого путешествия. По дороге Безос писал бизнес-план, который закладывал основу будущего интернет-гиганта. Используя собственные средства и поддержку от родителей, он смог обеспечить стартовый капитал, а их гараж превратился в импровизированный офис и склад. 16 июля 1995 года мир увидел запуск сайта amazon.com. Этот месяц принес невероятные достижения. Заказы были отправлены во все 50 штатов США и 45 стран мира. Простота интерфейса и удобство заказа покорили первые сердца покупателей, показывая потенциал электронной коммерции. Каждый шаг был продуман с вниманием к деталям. Безос, несмотря на риск, был движим ведением трансформации привычной торговли. И когда Amazon начал набирать обороты, стало ясно, что впереди его ждет многое. Амбиции и стремление к инновациям закладывали фундамент стратегий, которые вскоре превратят компанию в мирового лидера. Зрителю остается только предполагать, какие новые вызовы и триумфы ожидали на пути этой молодой компании. Amazon, ставший синонимом интернет-торговли, с самого начала удивлял мир своим новаторством. Когда компания уже зарекомендовала себя как лидер электронной коммерции, Джефф Безос представил алгоритмы рекомендаций, которые нацелились предвосхищать желания покупателей. Эти технологии позволили предлагать индивидуализированные предложения, что стало частью уникального клиентского опыта Amazon. Инвестирование в логистическую инфраструктуру играло ключевую роль с первого дня. Уже в конце 90-х Безос активно вкладывался в складские площади, создавая основу для быстрой и надежной доставки. В 2005 году появился Amazon Prime, сервис, который предлагал ускоренную бесплатную доставку, ставший революцией в клиентском обслуживании и укрепивший позиции компании на рынке. Политика бесплатных возвратов прочно укрепилась только в последующие годы. Зимой 2019 года она значительно расширилась, охватывая миллионы товаров, проданных непосредственно Amazon, но не всегда затрагивая предложения от сторонних продавцов. Этот шаг укрепил доверие покупателей, показав, что Amazon ставит клиента в центр своей стратегии. Каждый инновационный шаг был стратегически продуман, от внедрения уникальных технологий до масштабных логистических решений. Все это стало основой для того, чтобы Amazon завоевала сердца миллионов. Но трудности на этом пути поджидали всегда, и уже в ближайшем будущем новые свершения и вызовы станут частью более сложного и амбициозного пути этой интернет-империи. Когда Джефф Безос замыслил Amazon, он не только видел в проекте будущее электронной торговли, но и понимал, что придется рисковать. Первоначально компания сосредоточилась на продаже книг. Затем быстро последовало расширение товарного ассортимента, охватывающее такие категории, как музыка, видео, электроника и одежда. Но на этом инновации не закончились. После неудачных попыток с платформами Amazon Auctions и This Shops, которые провалились, Безос вынес уроки и реализовал Marketplace, площадку для сторонних продавцов. Открывая эту возможность, Безос фактически создал дополнительный источник дохода и значительно расширил ассортимент, что стало важным шагом в долгосрочной стратегии роста. Стратегические приобретения, такие как Zappos и Whole Foods, стали важными вехами в развитии Amazon. Эти сделки позволили укрепить позиции как на онлайн-рынке, так и в офлайне, предложив клиентам органические продукты и широкую линейку одежды и обуви. Безос сделал упор не на соревнования с конкурентами, а на стратегию одержимости клиентам и долгосрочного развития.
В своих письмах акционерам он отмечал, что инновации и ценности компании, такие как фокус на клиенте и долгосрочное видение, стоят в основе успеха. Одним из ключевых аспектов философии Безоса было непрерывное экспериментирование и принятие риска. Он всегда подчеркивал, что неудачи являются неотъемлемой частью пути к инновациям. Это позволило Amazon тестировать новые идеи и продолжать расти. Но предстоящие главы все еще не исчерпаны, и впереди были еще более сложные вызовы и захватывающие испытания для компании и ее основателя. Пока Amazon завоевывал свои лидерские позиции, конкуренция на рынке электронной коммерции набирала обороты. Walmart, огромная сеть оффлайн-магазинов, устремила фокус на развитие онлайн-направления, стремясь перехватить инициативу у Amazon. Несмотря на то, что eBay сосредоточен на аукционах и перепродаже, он тоже оставался важным игроком, что подогревало дух соперничества. В это время Amazon сделала ставку на инновационные логистические решения. Компания активно внедрялась в автоматизацию, робототехнику и развивала собственные системы доставки, чтобы ускорить каждый этап получения заказа. Такие технологии создали не просто скорость, а настоящую революцию в удобстве для клиентов, что особенно ценилось покупателями. Облачные технологии в лице Amazon Web Services стали стратегически важным направлением. AWS не просто обеспечивала доход, но и превратилась в инновационный центр, предлагая бизнесу широкий спектр облачных решений. Это направление не только укрепило финансовые позиции Amazon, но и поддерживало ее как лидера технологических решений. Клиентская ориентация всегда была краеугольным камнем философии Amazon. Компания стремилась предложить гибкость в возвратах и работать с обратной связью, создавая условия, где покупатель ощущал себя в центре внимания. Этот подход был интегрирован во многие внутренние процессы, формируя уникальную корпоративную культуру. Джефф Безос стал лицом Amazon, играя активную роль в медиа и бизнесе. Он постоянно делился видением компании и лично воплощал ее ценности. Публичность и лидерство Безоса играли важную роль в формировании имиджа и стратегии компании. Amazon прошла через множество вызовов, превратив их в источники роста и инноваций. Но впереди все еще есть неизведанное, и не все вопросы получили свои ответы. Компания продолжала двигаться дальше, сталкиваясь с новыми испытаниями и готовясь к следующей главе своей истории. Джефф Безос известен своей одержимостью клиентам, которая стала краеугольным камнем философии Amazon. Он утверждал, что сотрудники должны ежедневно думать о клиентах и стремиться к их полному удовлетворению. Не конкуренция страшит его, а потеря доверия покупателей, что подчеркивает высокую ответственность перед ними. Этот подход позволил Amazon предлагать персонализированный сервис, что стало главной стратегической целью. Стратегическая гибкость – еще одна яркая характеристика лидерства Безоса. Он известен готовностью к экспериментам и адаптации к новым условиям, поддерживая концепцию долгосрочного планирования. Безос предпочитает создавать планы на 2-3 года вперед, не обращая внимания на краткосрочные колебания. Это позволяет компании сосредотачиваться на выбранных направлениях и избегать размывания усилий. При росте Amazon внимание к деталям и принятие решений на основании данных стало неизменной практикой. Безос внедрил культуру, в которой управление осуществляется на основе фактов, а интуиция подчиняется проверенным данным. Хотя он делегировал полномочия, он также поддерживает высокий уровень контроля, что позволило компании сохранять лидирующие позиции. Безос также известен своим нестандартным мышлением. Он не боится бросать вызовы устоявшимся догмам, открывая новые перспективы. Например, запуск AWS стал одной из наиболее успешных инициатив, которая укрепила финансовые позиции компании. Он тщательно анализирует риски и выбирает только те направления, которые обещают значительный рост. Интересный факт. Безос придерживается правила 2 пиц, предполагающего, что команда должна быть не больше, чем группа людей, которую можно накормить 2 пиццами. Это правило помогает повышать эффективность и удерживать сотрудников в пределах 8-10 человек. Amazon была основана в 1994 году и изначально занималась продажей книг онлайн. Стремление Безоса сделать Amazon технологическим гигантом с разнообразным спектром услуг принесло свои плоды. Но путь не был безоблачным. Безос извлекал уроки из каждого вызова, например, из первых неудачных стартапов или стратегий расширения. Это позволяет ему пересматривать подходы и сохранять лидерство. Впереди еще множество испытаний, но Джефф продолжает удивлять мир своими решениями. Amazon часто оказывается в центре внимания из-за критики о жестких условиях труда. Трудовая атмосфера на многих складах компании описывается как крайне требовательная, где на сотрудников оказывается значительное давление. Регулярно появляются сообщения о бескомпромиссной борьбе Amazon против профсоюзов, что усиливает скептический настрой у части общественности.
Именно такие обстоятельства подталкивают компанию сталкиваться с волной критики, в том числе со стороны правозащитных организаций. Не все эксперименты Amazon были успешны. В 2014 году Fire Phone стал неудачным проектом, приведя к значительным убыткам. Введение в мир смартфонов оказалось неудачным, но Безос всегда подчеркивал важность извлечения уроков из ошибок. Он подчеркивает, что неудачи не должны останавливать инновации. Это убеждение раскрывает глубинные ценности, благодаря которым Amazon добивается успеха, несмотря на неудачи. Джефф Безос всегда связывал стратегию компании с фокусом на клиентском опыте, даже в условиях обвинений в монополистических практиках. Правительства и регулирующие органы по всему миру, включая США и Европу, внимательно следят за деятельностью Amazon. Они проводят расследования и судебные разбирательства относительно ее практик, создавая дополнительные вызовы для компании. Переживая столь значительный общественный интерес и постоянные испытания, компания продолжает расти и развиваться, находя новые пути укрепления своих позиций на рынке. Какие еще вызовы ожидают Amazon и как она будет на них реагировать? Это предстоит увидеть в следующих этапах ее истории. 5 июля 1994 года произошло событие, изменившее мир электронной торговли. Джефф Безос основал Amazon. Интернет-магазин книг запустился в июле 1995 года и быстро стал сенсацией. Всего через 2 года, 15 мая 1997 года, компания провела первичное публичное размещение акций, собрав $54 миллиона. Amazon не остановилась на книжной тематике. К концу 90-х годов ассортимент включал музыку, видео, электронику и одежду. Этот прогрессивный подход сформировал облик Amazon как универсального онлайн-ритейлера. Несмотря на это, истинный технологический прорыв ожидал компанию впереди. В 2003 году стартовали первые сервисы веб-хостинга, а в 2006 появилась платформа Amazon Web Services. Расширение за пределами США началось в 1998 году, когда Amazon приобрела книжные сайты в Великобритании и Германии, начав глобальное проникновение. В 2005 году инициатива программы Amazon Prime с бесплатной двухдневной доставкой укрепила лояльность клиентов, задав новый стандарт сервиса. Amazon настойчиво инвестировала в развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизацию, улучшая логистику и роботизацию складов. Эти инициативы формировали основу для долгосрочного лидерства компании, делая ее не только крупнейшим ритейлером, но и влиятельным игроком в области технологий. К концу 2000-х Amazon уже была глобальным лидером не только в электронной коммерции, но и в облачных технологиях. Такой масштабной трансформацией компания вдохновила индустрии по всему миру, стимулируя к новым взглядам на торговлю и технологические инновации. И хотя многие успехи уже достигнуты, настоящие вызовы и рост все еще впереди, обещая новые открытия и достижения для миллиардов пользователей по всему миру. Джефф Безос основал Amazon в 1994 году, а запуск сайта состоялся летом 1995. Интересно, что первые шаги были сделаны в гараже дома Безосов в городе Бельвью, штат Вашингтон. Вначале Amazon продавала исключительно книги, но уже к 1997 году ассортимент был расширен до нескольких миллионов изданий. Такая экспансия положила начало будущему величию, ведь скоро Amazon уступил в продажу электронику, одежду, продукты питания и многое другое. Одной из ключевых стратегий Безоса было долгосрочное планирование, которое он всегда ставил выше мгновенной прибыли. Эта концепция легла в основу успеха компании и оказала огромное влияние на индустрию. Весьма примечательно, что у Безоса есть еще одна компания, созданная с таким же стремлением к величию — Blue Origin, основанная в 2000 году. Она сосредоточена на космическом туризме и разработке лунных технологий, действуя отдельно от Amazon, подчеркивая его многогранность как предпринимателя. На сегодняшний день Amazon занимает лидирующие позиции в электронной торговле с более чем 1 миллионом сотрудников по всему миру. Компания контролирует огромные доли рынка в таких сферах, как книги, потоковое видео и облачные вычисления, а ее рыночная капитализация превышает $1,5 триллиона. Влияние и масштабы компании продолжают расти, вдохновляя новое поколение предпринимателей и задавая стандарты в мире технологий. Но как Amazon будет адаптироваться к новым вызовам и что еще интересного нам предстоит узнать о ее будущем? Давайте оставим этот вопрос открытым, чтобы наблюдать за следующими шагами компании и ее харизматичного основателя.